Наконец-то дождались своего кваса. Холодненький. Хлебный квас на меду. Чистая более-менее. Все в трутнях. Ну и детки тоже много. Вот смотрите, стопочка и это маточное молочко. Вот эта рамка мне тоже не очень нравится, но ее не заменишь, она с деткой. Детки много здесь. Бывает так, идешь и тут же эту маточник оборвешь, и матка в ладони у тебя живая. Маточников-то пока еще не видим. Таких, что это стопочки тянут, готовятся. Вот тут маленько подниму. Здесь подниму. Все. Сколько стопок. Занесено молочко нет. Не видно. Вот здесь. Есть. Вот, ага. Скрывай их, посмотрим. Вот молочко. Эти вот, наверное, тоже с молочком. Мама, тут на той-то стороне. Вот стопки. Вон там стопки. А так больше не вижу. Проход для одной пчелки оставляем. Я подмету. Давай уголочек. Ставь.
Здесь трутни вот есть. Ну, труднее немножко. Вот стопки еще парочка. Всех труднее срезаем. Надо эту рамку смотреть. Нет ли там чего. Видишь, по лесенке. Так по лесенке пошли. Дело-то в том, знаешь, Никита, значит, они если пошли, там есть матка в булье. Если матка здесь, они не пойдут. Первый мед в этом году. Вот такой вот кусочек. Сейчас попробуем. Рамка одна у нас развалилась. Пришлось пустить ее на мед. Нарезали. Ну как тебе по вкусу? Вкуснятина. Очень сладкий, но не серпкий. Но голову с него все равно может закружить Главное немножко. не переесть. Потому что он свежий. Очень сладкий. Там уже снизу немножко он набежал. Такой прямо прозрачный мед. Желтенький. Вот у него вкус очень сладкий, и даже не понимаешь, с какого, ну откуда они его взяли, с какого дерева или с Приятный чего. мед такой на вкус, очень да. приятный. Обычно от меда в горле першит, а этот такой мягкий мед, я бы так назвал его. Помнишь, в прошлом году ели? Там был вообще. Вот буквально вот небольшой кусочек съел, все, сразу же какой-то пьяный. Друзья, всем огромный привет! Всем привет! Со вчерашнего дня у нас погода поменялась, и поменялась она далеко не в лучшую сторону. Сегодня всего 15 градусов, и временами моросит дождик. Вот сейчас как раз опять поливает. Мы с Катей собрались в лес, сходить набрать грибов. Сейчас уже вовсю идут подосиновики, сварить грибницу. И это уже наша вторая попытка уйти в лес. Все время начинается дождик, мы уже подготовили лодку. Сейчас ждем, когда дождик стихнет. Так вот весь день. И если верить прогнозу погоды, то завтра вообще обещают 9 градусов и целый день будет лить дождик.
Вот такое лето в этом году. Пока поливает. Ну, по-моему, все пройдет, там вот солнышко светит, такой тучки. И так посветлее стало. Ну, сейчас закончится, сразу же пойдем. Хотя бы на часок, на 2 сбегаем. Быстренько грибочков наберем. Я думаю, нам повезет. Клещи вовсю еще до сих пор по лесу вон орудуют. Потому что лето холодное. Когда лето жаркое, клещей уже в конце июня нет. А когда вот лето такое прохладненькое, они еще до конца июля будут. Берку-то поэтому не берем. Он увидел, что мы оделись по лесному. Он начал бегать, прыгать, выть, скулить. Возьмите меня с собой, но мы с собой его пока не берем все-таки. Мы тоже не берем. Потому что Потому что облепят вообще его. может притащить щенкам. Мы тогда с Берку-то тоже снимали, да снимали его, в лес взяли. Вроде прохладно было. Так что пусть пока сидит. Дождик кончился, сейчас идем в лес. У нас есть где-то 2 часа, чтобы успеть. По прогнозу обещают опять дожди. Небо все затянуто. Так что успеваем. Да. Сейчас переплываем реку. Вода в этом году большая на реке, не падает. Вороны разорались. Трава уже на реке выросла. Как вкусно пахнет. Сейчас на входе в лес наткнулись на кусты черной смородины. Здесь ее очень много. Срезаем молодые побеги, будем сушить их на чай. С черной смородины получается очень душистый вкусный чай. Да, очень вкусный, такого розоватого цвета. Пошли за грибами, собираем черную смородину. Здесь вот есть ягодки. Зелененькие еще. Этот год вообще очень ягодный. Уже завязывается черника, брусника, ягод очень много. А вот грибы из-за такой дождливой погоды, скорее всего, будут червивые. Так, ну все, давай сейчас нарежем, пойдем дальше. Мы уже с Катей сколько ходим по лесу, пока все безрезультатно, грибов еще не нашли. Кроме поганок и комаров ничего нету. Хотя обычно в это время подосиновик уже вовсю растет, много червивых грибов. Сегодня мы вообще ничего не нашли, ни червивых, никаких, вообще грибов нету. Сейчас прошли вот эти поляны, где мы обычно собираем подосиновики. Сейчас пойдем еще в ту сторону, ближе к нашей избушке. Там у нас тоже есть вот такие грибные места с подосиновиком. Может, там что-то найдем. У комаров в такую погоду вообще очень много, все облепляют. Вон сколько у меня сидит их на руке. А на голове? И сзади сколько? Что вот. Посмотрим, поищем. У нас, кстати, еще
возле дома под горкой маслята растут. И подосиновики. Если что, здесь не найдем, туда сходим, там посмотрим. Я нашла один, я вижу. Катя обрадовалась первому грибу. Подберезовик? Вот он, красавец. Его уже тут белки или мыши поели. Сверху вон. Первая находка за сегодня. Давай срезай, посмотрим. Червивый нет. Найти это еще полдела. Ножка нормальная. И шляпку не буду разрезать. Угу. Ну все. Первый улов. Люблю, как пахнут грибы. Так, надо посмотреть здесь еще. Возможно, здесь еще где-то есть. Вон еще, я вижу один. Пошли. Обычно они растут полянками. Пошли, срезай. Поэтому надо смотреть. Смотри, тропа у муравьев. Ну этот, наверное, уже все. Он как-то на вид не очень. Да, он плохой. Он весь червивый и гнилой. Червивый, ага. Вот Вот. он. Второй нашли по размерам такой же, но уже червивый. Так, надо аккуратно смотреть по всему Ну ряду. все, это уже вселяет надежду, так что сейчас будем ходить, искать. Может, что-то еще найдем. Этот кажется червивый. Червивый. Так, ну шляпка вроде более-менее. Возьмем. Нога червивая. Шляпку еще можно выбрать. Тоже поели уже. Ну, так это можно убрать. Сейчас добрались до нашей избушки. Мы здесь не были уже давно. Сейчас походим здесь по территории, тоже посмотрим грибы. Но пока до сюда шли, улов не густой у нас. В основном попадаются все червивые. И еще опять набегают тучи. Если пойдет дождь, у нас хотя бы будет укрытие, где можно будет спрятаться от дождя. Походим, посмотрим здесь. Может, что-то попадется. Чай, наверное, уже крепкий заварился. Немножко попьем. В общем, прогулялись мы сейчас вокруг избушки, здесь походили, круги понаматывали. Грибов очень мало. То, что попадается, все в основном червивое. Даже какие-то небольшие грибочки, они так или иначе уже поедены. Это все вот из-за погоды, то, что сыро. Но самое такое, это удивительно, то, что грибов вообще нету, хотя по времени уже подходит. Ну, все понятно было еще с самого начала пути, когда мы на той поляне еще были. Там обычно много грибов, но в этом году как-то не особо. В этом году все немножко попозже, так что посмотрим. Но опять же у нас под горкой, там где за сеткой-то, там уже много Там может грибов. просто место потеплее, солнышком За прогревает. солнышко. Да. Они же тоже грибы не везде растут. Где им больше нравится почва, да.
влага, чтобы была и тепло. А уже А вот хочется свежих грибочков с картошечкой пожарить, либо грибницу сварить. Ой, я бы маринованных рыжиков поела, либо маслят. Бабушка у меня всегда так делает, вообще вкуснятина. Ну тут еще на мариновку-то это далеко. Да, до далеко не мариновки. соберешь. Ну. Сейчас сидим, попьем чайка. Еще дождик начинал моросить, но вот сейчас я смотрю, уже вроде солнышко пробивается опять. Сейчас чай попьем и пойдем уже в сторону дома. Хотя бы прогулялись по лесу и то вперед. Да. Черные смородины листьев набрали. И всегда есть мясо. В крайнем случае картошку можно с мясом пожарить или суп сварить с мясом. У нас вон тут еще гирлянда с Нового года осталась. Сейчас включили как освещение. Батарейки долго держат. Мы их не утаскивали, они у нас так и остались из зимы. Ну что, прогулялись, я говорю, хорошо хоть. Ну комарья сколько? Сейчас тут сидим. Гул стоит такой. Летает. Да, ягод будет еще. У нас этот лес, я уже говорил, что он такой не особо ягодный, не особо грибной. Этого всего очень мало, потому что, я как понимаю, лес-то дремучий. Он заросший весь, солнышко здесь мало пробивается. Мы каждый год ездим к Родиону, за ягодами собираем туда, в те края. Либо к Катиной бабушке, либо к Родиону. Они там живут в одной стороне, но как бы не близко. Но у них там сторона такая достаточно ягодная, грибная. Рыжиков всегда полно. Там вот собирают. Да, Брусника, да. черника, все это есть. Вот к Катиной бабушке ездим, к Родиону вот в том году ездили, собирали. Так что в этом году опять наведаемся. Всю чернику съели, вкусная была. Морозильную камеру мы купили в этом году, подготовили. Все, у нас есть и морозилка под мясо, и будет под грибы, под ягоды, под все это, под зелень. Зелень. Так что будем заготавливать. Да. Сейчас начинается время еще чаев. Все это будем собирать, надо наломать веников, наломать трав, заготовить. Тоже венички. И так насушить богородской травы, иван-чая в этом году надо обязательно Вот. заготовить. Иван-чай-то уже начал Чайные. Так что да. потихонечку цвести. Сейчас, когда он начнет прям совсем весь, тогда и будем собирать. Сейчас все уже начинается время заготовок. Земляника, потом будет клубника. Все это. Варенье готовить. Так может наморозить. Ну, наверное, лучше так, да, больше наморозить. Полезнее будет. Живое варенье потом. Так, ну все. Сейчас будем продвигаться уже в сторону дома, чтобы нас дождик не застал. Тучи, Пока кажется, сухо. сгущаются опять. Видишь? Солнышко выглядывало, сейчас опять так. Все-таки дождик начал опять моросить. Немного не успели. Пока шли домой, шел дождь. До дому дошли, дождик кончился. Вон остатки с крыши капают. Всегда так бывает. Немного промокли. Сейчас первым делом будем осматриваться на клещей. Потому что по дороге несколько штук сняли.
Сегодня вечером идет дождик, особо ничего не поделаешь. Я наконец-то наточил цепь на бензопиле. Давно уже надо было, потому что стружка стала мелкая. Это признак того, что нужно наточить цепь. Сейчас будет как новенькая.